Звезда апокалипсиса, второе Солнце, звезда Тифон, загадочная планета Нибуру. Будоражит сеть порядка 10 лет, с момента первой утечки с секретной обсерватории США в Антарктиде. За это время появилось невероятное количество видеофейков, на которых якобы запечатлена непонятная светящаяся планета. Существует много абсолютно реальных видео, которые никто не знает, как трактовать. Как правило, речь идет о двух солнцах, запечатленных рядом, где-то на горизонте. Как следствие, какие-то люди в очках с бородами и в белых халатах начинают брызгать из телевизора кипящей слюной, пылко доказывая про какое-то гало или фотографу все померещилось. Якобы солнце где-то там от чего-то там отражается и получается такой оптический эффект. Ну давайте разбираться, обо всем по порядку. В древнем манускрипте, известном как Библия Калбрина, говорится, что в темные времена на небе появится разрушитель, таинственный объект, который уже наблюдали наши далекие предки. Это светило станет предвестником грядущих катастроф. Интересно, что на многих древних петроглифах изображено два солнца. Такие наскальные рисунки встречаются в США, России, Испании, Мексике и многих других странах. А в Армении найдены изображения траектории, по которой двигалось неизвестное светило. О появлении загадочной звезды говорили пророк Аввакум и Сергей Радонежский. Небесное светило к земле устремится. Подробно явление описал предсказатель Реньо Неро. Он сообщал, что на небе появится два солнца и две луны. Последствия будут тяжелыми. На земле станет слишком жарко. Людям придется построить подземные города. Ясновидящий Василий Монако также говорил, что над Россией загорится ужасная звезда. Его предсказание удивительно похоже на пророчество Реньо Неро, поскольку Василий Монако тоже предупреждал, что от лучей второго солнца начнутся разрушительные пожары. Елена Рерих, русский православный философ, утверждала, что эта планета будет нести в себе сильнейшее излучение гамма-лучей, и эти лучи будут действовать избирательно на людей бездуховных, материальных, как бы выжигая их изнутри, но в то же время эти лучи будут весьма благотворны для тех, кто достоин войти в новый мир. Звезда Тифон, которая, согласно пророчествам, появится на небосклоне и станет причиной гибели всего живого на Земле. Однако ученые утверждают, что это всего лишь миф, и никаких доказательств существования такой звезды нет. Второе Солнце – это явление, когда на небе можно увидеть два Солнца одновременно. Это происходит из-за того, что свет от одного Солнца преломляется в атмосфере Земли и отражается от нее, создавая иллюзию второго Солнца. Однако на самом деле это лишь оптический эффект. Также ученые говорят, что звезда апокалипсиса – это также мифическое небесное тело, которое, согласно предсказаниям, должно появиться на небе и стать причиной конца света. Но ученые считают, что никаких доказательств существования этой звезды нет, и это лишь выдумка. Мы не специалисты в оптике, поэтому вполне допускаем теории с какими-нибудь каплями в атмосфере. Но в сети появляется все больше видео, которые не могут прокомментировать и просветленные академики. Известный астроном Роберто Антезана из Чили опубликовал сообщение об обнаружении им неизвестной планеты, приближающейся к Земле. Астрофизик смог сделать фотографии этой планеты с помощью телескопа. Информация, опубликованная Антезаной, привлекла внимание других астрономов, которые изучили предоставленную Роберто информацию и пришли к выводу, что эта неизвестная планета по своим размерам сопоставима с Марсом. И она движется не по орбите, но ее нельзя сравнивать с движением астероидов, поскольку у этой планеты правильная форма. Изучая снимки, ученые подтвердили сообщение Антезаны о том, что внутри изображения планеты, сделанном с помощью телескопа, наблюдаются странные структуры из неизвестного вещества и сопровождающий планету необычный шлейф, имеющий V-образную форму.
На данный момент у ученых нет понимания, что же это такое – неизвестная блуждающая планета или невероятно гигантская комета. В любом случае она несет непосредственную угрозу Земле, поскольку траектория ее движения направлена к нашей планете, и она или пройдет совсем рядом с нами, или, возможно, столкнется с Землей. Антезана передал собранные им данные по этой планете американскому космическому агентству НАСА. На данный момент никакой официальной информации или заявлений НАСА по поводу данного открытия не делало. Интересно то, что полученные астрономом фотографии данной планеты совпадают с представлениями древних шумеров о форме планеты Нибуру, которая путешествует в космосе и является гигантским космическим кораблем инопланетной расы ануннаков. Нибиру, по описаниям древних шумеров, это планета богов, и она представляет собой круглый диск с крыльями. Древние шумеры знали о существовании еще одной планеты за Плутоном, и эта планета называлась Нибиру, и она проходит через нашу Солнечную систему примерно каждые 3600 лет, и это время для ее нового появления уже пришло. Стоит отметить, что совсем недавно ученые высмеивали эту информацию, но затем все изменилось, когда официальная наука была вынуждена объявить об открытии блуждающей планеты X. Но и здесь ученые слукавили, и, лишив Плутон звания планеты, стали называть новую планету не планета X, а планета 9, чтобы избежать сопоставления ее названия с названием этой планеты у шумеров. Шумеры считали, что на Нибиру существует внеземная цивилизация. Там живут ануннаки, что в переводе с шумерского означает «сошедшие с небес». На табличках есть записи о том, что они очень высокого роста, от 3 до 4 метров, и продолжительность их жизни составляет несколько столетий. Когда Нибиру достаточно приблизилась к Земле, ануннаки сели в свои космические корабли, выглядевшие как длинные, сужавшиеся впереди капсулы, извергавшие пламя из задней части, и под командованием капитана Энки приземлились в районе Шумера. Там они построили астропорт, названный Ириду. Не найдя там золота, они начали искать его по всей планете. И, наконец, нашли в долине на юго-востоке Африки, в центре области, расположенной напротив острова Мадагаскар. Сначала рабочие ануннаки под руководством Энлиля, младшего брата Энки, строили и разрабатывали рудники, но вскоре они взбунтовались, и ученые-инопланетяне во главе с Энки решили при помощи генной инженерии создать слуг, выводя гибриды на основе приматов Земли. Так 300 тысяч лет назад появился человек, единственным предназначением которого было служить инопланетянам. Кстати, и само появление человека разумного 300 тысяч лет назад ученые высмеивали, пока не была опубликована новость, в которой сообщалось об обнаружении скелета человека, которому 300 тысяч лет. В шумерских текстах говорится, что ануннаки быстро заставили людей уважать себя, ибо у них был глаз, расположенный очень высоко, который видит все, что творится на земле, и огненный луч, пробивающий любую материю. Добыв золото и закончив работу, Энлиль получил приказ уничтожить человеческий род, чтобы генетический эксперимент не нарушил естественного развития планеты. Но Энки спас несколько человек и сказал, что человек заслужил право жить дальше. Энлиль рассердился на брата. Возможно, эта история пересказана в египетском мифе, где Энки досталась роль Осириса, а Энлиль стал Сетом. Энки потребовал созвать совет мудрейших, который позволил людям жить на земле. Закончим с шумерами и пойдем дальше. Существуют и другие явления, во время которых мы сможем увидеть второе Солнце. Событие, которое произойдет в ближайшие годы – взрыв Бетельгейзе.
Бетельгейзе – красный сверхгигант в созвездии Ориона. Эта звезда находится на последней стадии своего жизненного цикла. Вполне вероятно, что она уже взорвалась, но так как между Землей и этой планетой 700 световых лет, мы еще не видим взрыв. В 2019 году ученые, наблюдающие за этой звездой, отметили ее необычное поведение. По подсчетам, взрыв может произойти в любое время. Когда это случится, на небе вспыхнет второе Солнце. Взрыв будет ярче, чем Луна. Поскольку эта планета находится очень далеко от Солнечной системы, разрушительная волна Земле не угрожает. Другой возможный сценарий появления второго Солнца – сближение с другой звездой. Астрономы нашли доказательства того, что 70 тысяч лет назад в Солнечную систему вторглась звезда Шольца. Это событие повлияло на траекторию движения космических объектов, а наши далекие предки могли видеть появление на небе второго Солнца. Не об этом ли явственно рассказывают древние петроглифы? За время своего существования Солнечная система сближалась с другими звездами десятки раз, но в предыдущие разы человечество благополучно пережило появление второго Солнца, поэтому опасность сближения Солнечной системы с другими звездами может быть преувеличена. Действительно, явление второго Солнца является предметом множества спекуляций и разных интерпретаций. Научное сообщество не обнаружило подтверждений существования второго Солнца. Различные предсказания и пророчества о катастрофах, связанных с этим явлением, не имеют научного обоснования и не должны рассматриваться как факты. Важно полагаться на объективные данные и научные исследования, прежде чем делать какие-либо выводы. Если только ученые что-либо не скрывают от нас. Что вы думаете об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях.